Сегодня я вам покажу, как можно сделать вот такие прожилки у листиков разного цвета. Для этого нам понадобится, конечно, сам холодный фарфор зеленого цвета. Я его сделала достаточно темный в этот раз, добавив травяную зеленую и капельку черного. И, конечно, сам молд с очень хорошими прожилками, так, чтобы на листике они сильно отпечатались, получились глубокие. Итак, раскатываем глину, вырезаем необходимой формы лист, обязательно истончаем края, аккуратно снимаем. Вводим проволочку. У меня это проволока для бисероплетения 0,3. Ввели проволоку. Немного даем подсохнуть, чтобы не прилипло к отпечатку. Я обычно делаю несколько штук, и за это время они успевают подсохнуть. Кладем строго по центру. И прижимаем. Такие вот прожилки получаются. Можно выделить немного центральную прожилку, пройдясь по ней легкими прищипывающими движениями. И в таком положении оставляем сохнуть до полного высыхания. Так, я уже подготовила листик. Он у меня высох. Сейчас нам необходимо развести масляные краски очень жидко, но при этом так, чтобы, как сметана такая густая получилась. Использовать можно любые оттенки для прожилок. В этот раз я пробую сделать белый и розовый. То есть вот такой вот вариант. Пробовала акриловыми красками, они очень быстро сохнут, и не успеваешь сделать необходимые движения, чтобы убрать краску. Сейчас белым цветом мы тщательно прокрываем весь лист. То есть вбиваем краску в наши прожилки. Вот почему лист должен полностью высохнуть, чтобы мы не могли нарушить его фактуру. Вбили одним цветом. Также у меня разведен красный, но при смешении с белым, конечно, получается розовый оттенок. И вбиваем. Тщательно втираем. Можно сделать небольшой градиент от белого к розовому, или же добавить даже желтый оттенок. В идеале необходимо отложить этот листик хотя бы минут на 15-20. Но я вам сейчас покажу, что делать дальше. Берем влажную салфетку. Никакой воды, ничего не надо. Именно влажную антисептическую салфетку. И аккуратно
мягкими движениями убираем лишнюю краску. Убрали. Лучше делать сразу несколько листиков. Допустим, первый слой сняли, отложили листик, чтобы он подсох. Подсыхает. Еще раз мы протираем. Видите, насколько уже выделяются прожилки. Таким образом у нас остается цвет только в наших прожилках. Вот у меня есть еще один, на котором я покажу. И таким образом мы вытираем до тех пор, пока листик не станет практически чистым, верхний слой. А в прожилках краска останется. И опять же оставляем сохнуть. После того, как наш лист рассох, мы берем уже зеленую краску необходимого оттенка. И начинаем тонировать сверху листика, то есть уже не втирающими движениями, а мягкими, легкими, только поверх листа. Кисть должна быть практически сухой. И вот боком кисть держим. Краска тоже не сильно жидкая и не недавно разведенная, а уже хотя бы с полчасика постоявшая. И аккуратно тонируем. Края можно делать потемнее, или же сам лист полностью выделить темным. И с обратной стороны можно также, держа кисть плашмя, немножечко выделить прожилки. И когда наши листы через пару дней полностью высохнут, можно еще дополнительно пройти маслом, где-то оттенив посильнее. Легко и просто.